Всем привет, друзья! Ну вот и подходит к концу 2024 год. Он получился весьма продуктивным и насыщенным. Выходило много разных интересных девайсов. Давайте же подводить итоги лучших смартфонов 2024 года. Но перед этим хочу поблагодарить всех своих подписчиков. Благодаря вашей активности канал рос и развивался. Хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками, пожелать добра, счастья и, конечно же, крутых гаджетов под елкой. Запасайтесь вкусняшками, заваривайте чаек. И мы начинаем топ лучших смартфонов уходящего года. Помчались! Выбирать было действительно сложно. Конкуренция в этом году просто бешеная. Я оценивал устройство по совокупности факторов: производительность, камера, автономность, дизайн и, конечно же, цена. На пятом месте разместился Vivo IQ Z9 Turbo. Это относительно недорогой аппарат, предлагает отличную производительность благодаря процессору Snapdragon 8S Gen 3. Его результат в бенчмарке Antutu 10 составил более 1,5 миллиона баллов. А это уже внушительная цифра. Особенно если учитывать его скромную цену до 25 тысяч рублей. На пиках распродажи его можно было урвать и за 19 тысяч, что, согласитесь, просто подарок. Экран плоский на 6,78 дюймов, AMOLED с высокой частотой обновления в 144 Гц. Фото-видео возможности тоже довольно неплохие. Отвечает за них главный сенсор Sony LIT600 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, плюс 8-мегапиксельный сверхширик. Камера способна писать видео до 4К при 60 кадрах. Селфи-камера на 16 мегапикселей. Радует и довольно емкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 80 Вт. Летим дальше. Четвертое место занимает Realme 13 Pro Plus. Это стильный среднебюджетник с упором на камеру. Построен он на платформе Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, который выдает вполне приличную производительность. В Antutu 10 ее результат составил почти 700 тысяч баллов. Цифра не самая большая, но для повседневных задач хватает с головой. Экран великолепный, OLED на 6,7 дюймов с частотой обновления в 120 Гц. Блок камер получил 3 сенсора с главным датчиком Sony LIT701 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, плюс 50-мегапиксельный телевик Sony LIT600 с оптической стабилизацией и сверхширик на 8 мегапикселей. Смартфон может писать видео до 4К при 30 кадрах и Full HD при 60 кадрах в секунду. Дополняет это великолепие фронтальная камера на 32 мегапикселя Sony IMX615 с возможностью записи видео до 4К. Аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 80 Вт. Стоит данный девайс в районе 30-35 тысяч рублей, а на распродажах его можно было купить за 24 тысячи. Чтобы не пропускать такие жирные предложения, подписывайся на мой телеграм со скидками и новостями. Там я оперативно выкладываю горячие предложения и самые последние новости из мира гаджетов и технологий. Ссылка будет в описании. Третье место занимает один из самых производительных смартфонов на рынке – Nubia Red Magic 10 Pro Plus. Этот мега мощный аппарат построен на флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которая в совокупности с активным охлаждением выдает просто космическую производительность. В бенчмарке Antutu 10 смартфон набрал почти 3 миллиона баллов. Это реализуется благодаря продуманной системе охлаждения с жидким металлом в тандеме со сверхбыстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra. Этот смартфон идеально подходит для самых требовательных пользователей, выдавая стабильную плавную картинку в длительных игровых сессиях. А кроме бешеной производительности, аппарат предлагает шикарный безрамочный AMOLED-экран на 6,85 дюймов, в котором реализована собственная технология скрытия выреза под фронтальную камеру. Благодаря этому вы видите идеально чистую картинку. Матрица быстрая на 144 Гц со 100% цветовым охватом DCI-P3. Потреблять контент на таком экране – одно удовольствие. Фото-видео возможности также хороши. Представлены они в виде 3 камер, главная из которых 50-мегапиксельная OmniVision OV50A с оптической стабилизацией изображения, плюс 50-мегапиксельный сверхширик и 2-мегапиксельный макросенсор. Смартфон способен писать видео до 4К при 60 кадрах. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Радует и рекордный аккумулятор на 7050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт. Приобрести же новинку можно в районе 100 тысяч рублей, а на пиках распродаж его цена доходила до 70 тысяч. Ну что, друзья, продолжим дальше. На втором месте уютно расположился свежеиспеченный флагман от Vivo IQ 13. Это самый доступный девайс на топовой платформе Snapdragon 8 Elite.
Его результат в бенчмарке Antutu 10 составил более 2 800 000 баллов. Причем этот результат достигнут без активного охлаждения, что вызывает уважение. Смартфон прекрасно себя показывает на протяжении длительных каток. Это реализуется благодаря новому сопроцессору Super Computing Q2 собственной разработки. Аппарат даже позволяет запускать игры в сверхчетком разрешении 2К, выдавая при этом стабильную картинку с максимальной частотой кадров. Экран на 6,82 дюйма, AMOLED Q10 с высоким разрешением в 3168 на 1440 и адаптивной частотой экрана в 144 Гц. Блок камер на 3 сенсора по 50 мегапикселей. Главный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией, плюс телевик Sony IMX816 с апертурой f1.9 и 50 мегапиксельный сверхширик Samsung S5 KGN1. Смартфон поддерживает запись видео до 8К при 30 кадрах и 4К при 60 кадрах в секунду. Селфи-камера на 32 мегапикселя с апертурой f2.5 и возможностью записи видео до 4К при 60 кадрах. Аппарат получил емкий аккумулятор на 6150 мАч, который выполнен по новой кремниево-углеродной технологии. Благодаря этому смартфон остался тонкий, всего 8 мм при таких объемах. Мощность зарядки также внушительная, 120 Вт по проводу. Купить данный смартфон можно было всего за 46 тысяч рублей. Ну вот мы и добрались до победителя. Кто же занял вакантное место? На этот раз лавры победителя забирает совсем свежий девайс, который буквально неделю назад появился на прилавках. Realme Neo 7. Крепкий, недорогой субфлагман с огромной батареей и мощной начинкой. Построен данный девайс на прошлогодней флагманской платформе Dimensity 9300 Plus. Эта платформа набирает почти 2 300 000 баллов, что весьма впечатляет. А это на секундочку смартфон за 29 тысяч рублей. За охлаждение отвечает огромная испарительная камера площадью 7700 квадратных миллиметров. Это гарантирует стабильно высокий FPS даже в самых требовательных играх. Экран плоский AMOLED на 6,78 дюймов с разрешением 2780 на 1264 пикселя. Частота обновления адаптивная в диапазоне от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость доходит до рекордных 600 кандел на метр квадратный. На борту HDR10+, 10-дюймовки Always On Display. Поверх всего этого великолепия установлено новое прочное закаленное стекло Crystal Armor. Стоит также отметить и официальную сертифицированную защиту по стандартам IP68 и 69. А это значит, что смартфон не боится полного погружения в воду. За фото-видео возможности отвечает блок камер на 2 сенсора с главным датчиком на 50 мегапикселей Sony IMX882 с апертурой f1.9 и оптической стабилизацией изображения. Плюс 8-мегапиксельный сверхширик Sony IMX355 с углом обзора 112 градусов. Видео может писать до 4К при 60 кадров в секунду. Фронтальная камера на 16 мегапикселей с апертурой f2.4. Ну и особой вишенкой на торте стала огромная батарея на 7000 мАч, выполненная по новой кремниевой углеродной технологии с поддержкой быстрой проводной зарядки на 80 Вт. Данный аппарат по праву может называться лучшим смартфоном года. Он идеально сочетает в себе долгое время работы, мощную начинку и невысокую цену. Баланс цены и производительности. Компании Realme в очередной раз удалось создать идеальный топ за свои деньги. Смартфон прямо сейчас можно приобрести всего за 30 тысяч рублей за базовую версию. А что думаете вы? Пишите в комментариях свой топ лучших смартфонов 2024 года и помните, выбор смартфона — это всегда индивидуальное решение. Надеюсь, мой топ поможет вам определиться с выбором и найти идеальный смартфон для себя. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, залетайте на все мои социальные сети, Telegram, Рутюб, ВК, Дзен. Там я периодически выкладываю много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.